прошлом году мексиканская финтех-компания Plata прошла сложнейший многомесячный аудит местного регулятора, но так и не дождалась лицензии, необходимой для начала полноценной работы в качестве банка. Чтобы поддержать моральный дух сотрудников, Олег Тиньков приглашает в Мехико Семена Слепакова. Организацией концерта на добровольных началах занимается Анастасия Сич, директор операционных платформ Платы. Это первая съемка для нашего фильма. Она завтра пиздюлей получит. У меня такие... Какое-то говно на жопе мира засунула. Ну это ладно. Все будет завтра. Пиздюлей тебе дам. У тебя ни бюджета не было, ничего на ограничения. Ничего не могу какой-нибудь ресторан найти нормальный, Паланка. Это все в фильм идет, да? Да. Да, Это Данила это играет. Но мы договорились, что все, что попадет в фильм... Лошак вырежет. Как отношения с сотрудниками? Да. Помимо этого эпизода, Добавь. они у тебя такие... Помимо этого эпизода про пиздюлей, они демократичные у тебя А у нас отношения? видишь, какие отношения в Ну, то есть компании? можно там со сцены над тобой подшучивать? Да, там, конечно, так, можно. всё, да? Ну, нужно. Да не, у нас демократические отношения. Что? Не, в этом Да, есть нет. демократия, плохо. Нет. Она со мной на ты разговаривает, матерится со мной. Ну а что, не, ну ты, а как? А как? А что ты не нашла-то? Ну, наверное, потому что мы меняли Нет, дату. Фильм, звонка. фильм складывается. Да. Как в этом «Вечерний Ургант». Помнишь, они так начинали? Все, работаем! Надо в конце потом Работаем. сказать. Сегодня будет тяжелый день. Начинаем с виски. Сегодня пока не давайте. Ну ладно, разберемся. Ладно, удачи. Ой, начало фильма. Что-то было много матов, конечно, для фильма. Ну ладно. Здравствуйте. Слушайте, ну да, вас так много здесь. Не все сидят, да. Еще пока Ну, да, видишь, в России тоже такой вопрос можно задать. Я в курсе про огромные успехи, и я вас на самом деле поздравляю. Я знаю, что вы получили банковскую лицензию. Еще нет? А что тогда, продолжать или нет? в январе будет. А, в январе будет. Окончательно. Но Олег уже сказал, что получили. Хорошо. Но я на самом деле, я вот смотрю, это невероятно, что это находится в Мехико. Здесь собралась какая-то огромная толпа талантливых, классных, молодых ребят и девчонок из России, которые сделали здесь успешный бизнес. Это потрясающе. Я вам желаю, чтобы это все продолжало развиваться, чтобы вы добились еще больших успехов, чем Тинькофф Банк в свое время, чтобы Мексика... Да, чтобы Мексика не напала там на какую-нибудь Гватемалу, и Олег не сделал какие-нибудь резкие заявления. И эту новую успешную компанию тоже не отжали. А то будет Т-банк в Москве и П-банк в Мехико. Вот, короче, я желаю, чтобы все было хорошо. Что ж ты делаешь со мной, Русь моя ты, матушка? Как соловушку услышу сразу прям оргазмушка. Плата – самый быстрорастущий финтех в мире, основанный выходцами из Тинькофф Банка. Создатели Платы сумели почти невозможное, превратили форс-мажорные обстоятельства в конкурентное преимущество, построив вдали от родины новый и успешный бизнес. Success Story про уехавших россиян, которой нам так не хватало. Лучший президентушка, эту песенку вам спел Семен Иноагентушка. Всем большое спасибо, вы огромные молодцы. И спасибо за то, что мы уже стоим $3 миллиарда. После концерта домашняя автопатия с ностальгическим набором премиум-класса. Я вам вез селедку, не поверите. Из Италии. Икру тоже, кстати. Наконец-то разваристая пошла. Где наша 3-литровая бутылка белуги, которую Олег Юрьевич тащил? Во, смотрите, я ее пер. Из Италии к вам. За каждого из вас, за Олега в отдельности, за нас, за Плату, за 100 ярдов капитализации. Let's go. Vamos, Plata. За вас. Вот сюда. Выживайте здесь как можете. Yes.
Как это часто бывает у россиян, после нескольких рюмок водки начинаются песни, которые вдали от родины поются с особенным чувством. Не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи. На самом деле Мексика огромная страна, 2 триллиона долларов. Слушай, она сопоставима с Россией по ВВП. Это мало кто так понимает. Здесь просто на душу населения покупательная способность пониже, чем в России ППП. А так они то же самое. Ну, вообще Мексика чем-то похожа на Россию, да? Очень сильно. Вот чем? Прям, ну, объемом Как? экономики, количеством людей, менталитетом, если хочешь. Тоже такие все очень социальные, все такие, там, сказать, да очень похожи. Интересно. Добрее только что. Мексиканцы сильно добрые, прям, а русские злые. Вот. Может, это климат? Я не знаю. В декабре 2021 года в Московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нашего фильма, посвященного 15-летию Тинькофф Банка. На YouTube фильм набрал больше 7 миллионов просмотров, тысячи комментариев, в которых зрители восторгались историей успеха частного бизнеса. Как же это круто, когда команда профессионалов без копейки государственных денег построила один из лучших онлайн-банков в мире. В самом банке планировали международную экспансию, а стоимость его акций на лондонской бирже росла прямо у нас на глазах. Давай, 100. 99,9 кто-то хочет продать. 96. Ну смотри, что творится. Нервы прям режут. Все, вот. 100 случилось. Наконец-то. Я в тот момент времени входил, наверное, там, в топ-10, может быть, даже там, в топ, не знаю, 6 человек в Тинькове. И понятно, что на таком уровне уже программа мотивации не очень серьезная, то есть там все получают достаточно большие пакеты акций. И, ну, это стоит много денег. И я такой уже сидел и думал, скорее, как бы мне вот досидеть до конца программы мотивации и дальше уже что-то думать, либо там, может быть, что-то свое делать, либо, может быть, там куда-то уехать и просто там, не знаю, путешествовать, наслаждаться жизнью. В некотором смысле у меня уже такой немножко пенсионерский был вайб тогда. Работал в Морган Стэнли 8 лет, после которого стало немного скучно, и одна из компаний, которую я покрывал, это был Тинькофф. И это была реально одна из, если не единственная компания, которую я анализировал и покрывал, которая делала что-то реально интересное, новое. И в начале 2019 года я услышал, что они искали человека в Лондоне. Решил делать интервью и начал с ними работать после пару месяцев. Вообще это был такой очень момент некой, даже я бы сказал, эйфории в Тинькофф, потому что у нас там очень хорошие результаты 2021 года, у нас были огромные мысли и планы с точки зрения там роста, экспансии других стран, мысли про международный бизнес. Золушка из Соликамска. Кадр первый. Ну, конечно, я видела большое будущее в Тинькофф для себя. Я видела, как у меня появлялось больше ответственности. Я стала там в какой-то момент одним из официальных спикеров Тинькофф бизнеса. И когда наступал вот февраль еще, я помню, это был момент, когда я нашла квартиру, которую я собиралась купить, недалеко от нового офиса на Белорусской. То есть я помню, что 17 февраля я подписала предварительный контракт. Первая квартира в Москве. Да. Личная. Да, ну, для меня, для девчонки из Соликамска, ну, это какое-то невероятное достижение, самой себе купить квартиру на Белорусской, на кольце в Москве. Думаю, ну все, вот банкир. Мы реально поменяли потребительское поведение.
и люди поняли, что нехрен идти в эти отделения и стоять там в очереди, да, или звонить, там висеть на звонке, вот, взял телефон, чик-чик-чик, открыл, все проблемы решил в телефоне. Вот это круто. Мы не то, что там разбомбили рынок с точки зрения отобрали у конкурентов кусок пирога. Это меня не возбуждает. Меня возбуждает то, что хоть на чуть-чуть я сделал нашу великую страну Россию лучше. Спасибо. Если был пафос, подрежь его там. Спустя 2 месяца после премьеры нашего фильма Россия вторглась в Украину. Тинькофф Банк попал под международные санкции, его акции сняли с торгов на лондонской бирже, с мечтами о мировой экспансии пришлось попрощаться. Фильм вместе со всем каналом банка тоже попал под санкции и был удален администрацией Google из YouTube. Я помню очень прекрасно этот момент. Ты работаешь и теряешь смысл. Но я не понимаю, зачем это делать. Почему я должен сейчас вот что-то строить, когда рядом разрушают? Было видно, как люди просто проживают горе, а не сбывшимся будущим. Все понимали уже потихоньку в этот момент, что то, что вот мы себе придумали, там, уже не будет этим. Ну, это нельзя просто, стерто, этого не было. От квартиры я, конечно, отказалась. Вот, потому что такая, ладно, накопления мне будут еще нужны. Первое время была настолько большая турбулентность, потому что кто-то покупал билеты, улетал сразу. Тинькофф начал меняться, поскольку уходили сильные люди, то просто некого было ставить руководителем. Ну, то есть и росли те, кто не выросли бы никогда. То есть и в какой-то момент это стало заметно. Мне сразу стало понятно, что до конца года я из России уеду. Вся папина часть семьи живет в Украине, осталась в Украине. И когда все это началось, естественно, мы созванивались, и было понятно, насколько им там тяжело. И мне в голове было очень тяжело. 50% русской крови, 50% украинской крови. И как бы отчасти, возможно, это была какая-то попытка сбежать просто от вот этого конфликта в голове. Потом начала вся история с Олегом происходить. Олег в это время болел, был в Лондоне. Он сказал, что я хочу выступить. Менеджмент сказал, не надо, зачем подставишь банк. И это начало эскалировать, раскручиваться. В итоге Олег запостил. Олега одним днем отрубили от коммуникаций. Почему ты тогда сделал антивоенное заявление? Почему? Ты копнул. Так случайно, правда, не планировал. Получилось, что я именно в этой майке сижу, в которой Юрий интервью Дудю давал. Вот, грязный чуть-чуть. И в ней сказал, мне похуй, я так чувствую. Там, по-моему, мемом даже это стало. Если такой ответ устроит, я так чувствовал, я не хотел, чтобы это было насилие. Второй вопрос, что спустя 4 года можно сказать, что я думал, что за мной пойдут. Там были же какие-то черные квадраты, все это только начиналось. И я думал, что я как публичный человек скажу, еще кто-то скажет, еще кто-то скажет, еще кто-то скажет. И в итоге это будет какая-то волна, которая создаст определенное... Я, конечно, не рассчитывал, что я буду один. Это правда. Поэтому я немножко обозленный на всех. Последствия заявления хорошо известны. Под давлением государства Тинькофф был вынужден продать контрольный пакет акций Владимиру Потанину за примерно 5% от их довоенной рыночной стоимости. Вместо обсуждения новых крутых проектов в новых странах мы обсуждали, где теперь брать сервера, когда у нас закончатся данные, как переписать Slack, чтобы он теперь работал. Партнеры писали, что идите мы с вами не будем больше. То есть такие вещи. То есть представляете, из больших мечт о голубом светлом будущем в режим выживания. Международным направлением в Тинькофф-банке занимался Нери Таллардо. В командировку от банка в Мексику он впервые отправился в начале 2022 года. Заодно навестил Тинькова на его мексиканской вилле в Кабо-Сан-Лукас. Мы шли по пляжу,
И нам шел навстречу мексиканец, и Анери итальянец. И он идет, и я смотрю, тот что-то начал говорить по-испански, чувак. Анери там, он еще этот, как серфер, он в воду залез, в большие волны, а обычно туда никто не залазит. Я говорю, ты крутой, ты смелый. И он когда говорил по-испански, я так поворачиваюсь и говорю, все, ты CEO из Мексики. Он говорит, почему? Я говорю, ну ты говоришь по-испански. И это было до, еще когда был Тинькофф. Но справедливости ради, это было первая неделя февраля, это было прям за 2 недели до войны. В мае 22-го мы вернулись в Мексику и пытались найти, как мог Тинькофф банк запуститься в Мексике. К сожалению, к концу этой поездки стало яснее и яснее, что это будет очень сложно. Из-за санкций, из-за perception. Восприятие. Из-за восприятия, которое... из-за восприятия. И в конце июня, даже в середине июня мы решили уходить из Тинькофф и начинать проект полностью отдельно, без каких-либо связей с Россией, с банком Тинькофф. В том же июне 22-го на вилле Тинькова в Италии состоялась стратегическая сессия, на которой несколько топ-менеджеров Тинькофф-банка приняли решение увольняться и самостоятельно строить бизнес в Мексике. Олег Тинькофф и Майкл Калви инвестировали огромную для стартапа сумму – $250 миллионов. Пляж, стоит тент, телевизор, стол, бумажки, такая бизнес-встреча в плавках, где мы обсуждаем, что как будет выглядеть продукт, как будет выглядеть Ориго. Ориго — это как заявочный процесс. Как будем одобрять, какой будет кэшбэк, не будет кэшбэк, какие каналы. Тут прям мощь встреч, да. Мы потом еще прыгнули на лодку, помню, на Першинг, и поехали на остров, там, в ресторан, в Порто-Венере, там ресторан есть, Лаканда. Мы в Лаканде еще покушали, и я, как сейчас помню, на тендер с чемоданом прыгнул Данил Анисимов и сказал, мне обязательно надо ехать, потому что мне утром надо в Тинькофф прийти и заявление написать. Это было смешно. И он прям в тендер такой с чемоданом, с Лакандой, и полетел писать заявление в Тинькофф. Олег, он очень яркий человек, сложный, но яркий, и один из его главных талантов, что он магнит для таланта сам. Я верю, что Олег мог бы привлекать самых умных специалистов и большое количество мозгов, и это так и получилось. Даша Сербина и Антон Тарасенко – типичная супружеская пара из Тинькофф-банка. Он закончил физфак МГУ, она – Мехмат. После отъезда из России Антон предпочел офферу в Revolut никому неизвестный стартап в Мексике. Я когда проснулся, читаю сообщения, которые мне пришли, и там сообщение такое: «Привет, это Ник. Привет, это Ник Сторонский. Могу тебе позвонить?» Вот. И он мне позвонил, я ему ответил, он мне позвонил, мы с ним немножко пообщались, и он спросил, почему я отказался от оффера. Я сказал, что вот есть плата, я туда присоединяюсь. Это как бы once in a life opportunity, я не могу просто не попробовать. И как бы, вот, он сказал, ладно, хорошо, все понятно, давай тогда через год мы с тобой свяжемся и поймем, может быть, все-таки хочешь в Revolut. И прошел год, и ровно в этот день я проследил по истории WhatsApp, мне пришло от него сообщение: «Привет, Антон, как дела, уплаты?» Вот, да, я ему ответил, что у нас все хорошо, и пока я в Revolut не готов. Но я думаю, что он и прекрасно видит, что происходит с платой, да, мы сейчас будем прямыми конкурентами, вот, посмотрим, кто кого. Так, Андрей Шелехин после начала войны уволился из Тинькофф-банка, где занимал должность руководителя внутренней разработки, и поступил в университет Беркли на бизнес-курс, чтобы потом начать собственный стартап в Кремниевой долине. В этот момент он получил предложение присоединиться к плате. По факту вопрос был очень простой. Что я хочу и планирую делать? Либо учиться строить бизнес, сидя за партой, либо реально начинать его строить в компании людей, уникально подобранных, потому что если бы вот нет ситуации там с войной, эти люди в таком составе, скорее всего, продолжили бы развиваться в Тинькофф. А здесь ситуация достаточно
трагично и драматично, и она создает вот такие уникальные возможности. Я написал в Беркли, что так и так. Извините, очень жаль, но обстоятельства поменялись, не смогу прилететь. И ни разу с того момента не пожалел об этом решении. На самом деле, уйдя из Тинькова, я там много потерял. Вот. Как и на самом деле, я бы сказал больше, то есть вот первые там 20 человек, которые пришли к нам в Плат и ушли из Тинькова, они все очень потеряли очень много в моменте именно вот кэшевой составляющей. Потому что, ну, тогда в Тинькове были там бонусы там в районе там, не знаю, 9-годовых зарплат. У всех была там долгосрочная мотивация, то есть ну, все реально потеряли кучу денег. Семья Тинькова инвестировала в Плату большую часть своего капитала. Также поступили топ-менеджеры новой компании, отказавшись от высоких зарплат и бонусов в Тинькофф-банке и вложив в стартап почти все свои деньги. Всего мы, как менеджмент-команда, мы инвестировали больше 10 миллионов долларов. У тебя это была значительная сумма, не как твоего личного бюджета? Ну, я такой большой перевод никогда в жизни не делал раньше. Давай, так. Ты проинвестировал? Да. Да. Это большая сумма. Ну, как, для кого как? Ну, для тебя. По сути, для меня all-in, так скажем. Все, что ли? Ну, большую часть, по сути, большую часть того, что у тебя было, да? Ну, да, да. Если уж там ты инвестируешь там, всю свою жизнь 24/7, то и здесь тоже мы делаем ставку. Как бы назад пути нет, фигачим. Могло ничего не получиться, ну, как бы шансы были. И, ну, вот все такие риск-премия, да? Бывает, да, плата за риск. Да, вот. Пока что для нас... Это название. А, серьезно? Я так думаю, что нет. Вау. Ну вот. Классно. Мехико просыпается рано. В 7:30 утра продакт-менеджер Мигель Керро повторяет свой ежедневный ритуал. Выгуливает собаку, выпивает в любимом кафе чашку кофе и отправляется на работу. В сентябре 2022 года Мигель получил оффер на высокую позицию в Амазоне. В этот же момент Плата начала найм мексиканских сотрудников. Honestly, the Amazon position sounded like a very boring position, so I didn't see myself doing that. Where the salary was higher? Amazon was like 20-30% higher. Do you regret joining Plata? No, no, not at all. Like I've been having a lot of fun in Plata. The salary now it's a lot higher than it was with Amazon. So yeah, I received promotions. Первое впечатление мексиканской команды от россиян, как будто в Мехико высадился десант андроидов со сверхинтеллектом и повышенной работоспособностью. The first thing that I thought about Russians is like they're really smart. They're really good with numbers. They're really analytical. People is like super focused in everything and they are grinding the whole day. Sometimes I have come back in the office and it's 9-11 p.m. and they're still here grinding. Russians are straightforward, so if they want something, they just go directly for it. At the beginning, it could feel like cold, impolite or cold, or why he's not saying like good morning or how are you? But at the end, like understanding more the Russian culture, you just realize it's about efficiency. Русские, которые у нас есть, айтишники, математики и так далее, они все очень четкие, все очень организованы, все любимые слова любого русского сотрудника в Плате — это процесс. И они очень много времени тратят на построение процессов. Первым делом финтех-компании нужно было собрать команду русскоязычных разработчиков и запустить приложение. Начало работы совпало с мобилизацией. По 4 собеседования в день, просто ты собесишь человека вот так вот на конвейере, просто нам нужно было собрать огромное количество людей, чтобы запуститься, и это было тоже... Ты хантил в Тинькове? Ой, где мы только не хантили. Везде по рынку ходили, и в Тинькове, и в Озоне, и в Яндексе, и в огромном количестве компаний мы на самом деле нанимали людей. Люди шли?
Это был сентябрь 22 года, так что люди шли, и в октябре 22 года люди шли нормально. Ну, кто хочет идти воевать? Из вот Тинькофф, из того, что ребята простроить, проделать, просоздавать. Поэтому, да, каждый раз, когда была либо мобилизация, либо угроза мобилизации, поток заявок, он сильно подскакивал. Да, это, наверное, была самая лучшая рекрутинговая кампания. Мы, на самом деле, довольно быстро собрали вот такую кор-команду, то есть это практически в течение первых 2 месяцев произошло. В апреле 2023 года мы уже запустились. То есть у нас заняло порядка 7 месяцев вот просто создать какой-то основной продукт с нуля. То есть мы вообще не использовали там ничего из того, что было в Тинькове. Понятно, потому что у нас не было доступа, ничего. Да, покупаем... На этом видео Олег Тиньков покупает бутылку текилы картой Плата, на которой пока еще даже нет фирменного логотипа. Первая транзакция, давай. 190 долларов. Борг? Yes. Тиньков, первая транзакция в марте, у нас в феврале. Спасибо нашим героям. В апреле 2023 года Плата вышла на рынок как финтех-компания, занимающаяся кредитованием. Называться банком и привлекать депозиты Плата пока не могла. Параллельно юристы добивались получения банковской лицензии. Процесс в Мексике долгий и сложный. Tu experiencia con el dinero está por cambiar para siempre. And they were telling us all the time about doing a good banking. And I was like, all right, you're telling about, yeah, the services in Mexico are not that good. Mexico is behind 10, 15 years in banking services against other countries. But I didn't understand what they were talking about until I saw the product myself. And that was shocking. Like, when you actually see the product, when you actually see the flows, the designs, everything. And the user experience, it's fantastic. The app is super intuitive. What's craziest is that we develop everything in-house. So it's like, for me, it's just the tech guys, and I know we just have the best of the best, because literally there's nothing that we can't build ourselves. So that's crazy here. Приложение Платы в App Store и на Google Play имеет одинаково высокую оценку – 4,8 из 5. Во многом это заслуга главного дизайнера Александра Сырова. Вот кредитная карта, где ты можешь там, не знаю, смотреть твои реквизиты карты, ты можешь быстро ее заморозить, можешь перевыпустить реквизиты для безопасности. Если ты где-то на каком-то фишинговом сайте заплатил, да, один раз попал, ты не хочешь блокировать карту, но ты можешь быстро реквизиты поменять. У нас есть... Да, Олег как раз-таки вот написал, спросил, готовы ли мы к 10-кратному росту. Да. Готовы. Олег, готовы. That was one of the reasons I joined, because the idea was to serve people with other people. One of our metrics, if you will, business metrics that we follow, is to have a response to a person that is calling us in less than 10 seconds. It's new and it's a better service than the service that is being provided by any other financial institution in Mexico. Certainly the ambassadors group, which basically takes the bank to the people and not the people to a branch, is completely new for Mexico. So the ambassador model, which is a really complex model because we have to manage thousands of interactions on a daily manner. Инновации Платы понравились мексиканцам неизбалованным качественным банковским сервисом. Количество клиентов сегодня уже приближается к 4 миллионам. Все эти годы Плата росла по экспоненте. Когда-то вся компания помещалась под тентом на итальянском пляже. Сегодня в ней работает более 5000 сотрудников. Авиаинженер Николай Саркисян
Работал в московском филиале Airbus. После ухода корпорации из России закончил курсы дата-аналитиков и прошел собеседование в Плату на позицию джуна, младшего сотрудника компании. Будучи джуном, у меня пересмотр зарплаты вообще прогресса каждые полгода был. И джун, что-то там. На второй пересмотр я мидлом уже стал. И еще несколько месяцев меня повысили до... По-русски или по... Давай по-английски сначала, по-английски. попробуй перевести. Head of Fraud Prevention и Customer Protection. По-испански еще есть. Jefe de Prevención de Fraude и Protección al Cliente. А по-русски это в джобовую в антифроде называется. То есть ты за год стал руководителем? Это полтора года. Полтора года, это очень да. быстро, да? Это, ну, представь, где это еще возможно было бы, как не в стартапе. Да, сколько у тебя подчиненных? Когда вырос, это было в районе 50, вот что-то Через так. полтора года у тебя было 50 Да, сотрудников. да. Вот, сейчас 150. Растем, а ты думал? Российский онлайн-банкинг считается одним из лучших в мире. Как строить классный финтех, команда выходцев из Тинькофф банка знала. Гораздо сложнее оказалось преодолеть культурные различия и найти общий язык с мексиканскими коллегами. Я помню, мне физически было плохо от того, что меня постоянно трогают. То есть они постоянно меня идут обнимают, они постоянно меня что-то трогают. Везде, все. Ну, то есть даже где-то на улице там могут там, ой, Вера, там, та-та-та. И, ну, то есть это настолько нарушало личные границы. Ну и Slavic Face, естественно. Ну, у меня прям очень такое славянское лицо с субтитрами. Я понимаю это. И я понимаю, что если я и не буду обнимать, и буду вот этим вот своим лицом смотреть, ну, там уж совсем тяжело. Типа не эмоциональное лицо? Ну, оно даже не эмоциональное. Когда у меня расслабленное лицо, я понимаю, что я выгляжу, не знаю, серьезной, грустной, напряженной, злой. Ну, для местных явно какой-то, но не такой, какой надо. Ну, то есть... А у нас это как бы дефолтная настройка. Да, это дефолтная настройка, и это уморительно смотреть, как в интернете тут был какой-то тренд, где иностранцы пытались сделать Slavic Face. Я вас умоляю. Вы ничего не знаете о лице, которое годами мы в Соликамске тренировали. From my side, I would say like the Slavic face, it's real. So I struggle at the beginning to read them because, they are like more serious, or I don't know if this is serious or like more poker face. Like it's hard to do it actually like this. So I couldn't tell if they were happy, if they were sad, if they were like dying inside. I couldn't tell. So for me it was, okay, what do you want? Like, what do you want? Are you happy? Are you hungry? Do you want to eat? What do you want? Can you make a Slavic face? Good job. Okay, stop talking. Working. Я мексиканцам сразу понравился. Вот. Наверное, не хочу себя рекламировать, но они такие, ты единственный улыбаешься. Почему? Потому что я не из России. Я белорус. Они такие, вот, как же, вы же похожи, вы же одинаково в Беларуси. И не все знают, что такое Беларусь, вот, на самом деле. Поэтому да. И я помню, Рикардо как раз-таки, да. Ты, говорит, правильно русский. Russians are always like serious. I don't know why, but maybe it's because it's so cold, it was go for so many months that they don't even want to open the mouth. But normally, as we have very good weather in Mexico, we are always willing to smile and to say hello and salute and have a personal relationship before a transaction relationship. So first the relation, then the transaction in Mexico, maybe first the transaction and then the relation in Russia. And it was really important for them to understand that in Mexico relationships really count.
Представьте, две шестеренки, вот наша тиньковская, она вот так крутится. Мексиканская, она вот их надо, это моя работа, между ними встать сцеплением, и чтобы они как-то синхронно начали работать. И это до сих пор выбешивает, если честно. Здесь у мексиканцев другое ощущение времени. Оно неплохое, но другое, у них другие ценности. Они про work-life balance, про семью, про важно, как я себя чувствую. Ломка прям была, этот переход. То есть в Мексике мы, наверное, единственное, первое, что мы научились делать, это ждать. Профессиональные ждуны. Популярное в Мексике слово «аурита» вспомнил, наверное, каждый из наших русскоязычных собеседников. Когда тебе сантехник пишет аурита, ну такой, ну, интересно. У меня воды не будет день, неделю, месяц. Аурита, да, аурита может означать как сейчас, так и никогда. Вокруг этого слова строят какие-то маркетинговые компании. У Mercado Libre такое было. По части скорости доставки. Ahorita, adverbio mexicano. Acción que se realiza en ese instante o en 9000 años. Ma, ahorita te la regreso. Ahorita te toca. Да, это такое, это часть, наверное, культуры. Здесь есть замечательное слово «аурита», которое на русский можно перевести примерно как «щас». И это слово, которое в плате запрещено официально. Да. Но вот этим словом хорошо описывается мексиканский вайб. Люди никогда не приходят вовремя. Люди опаздывают на деловые встречи. Они сами объясняют это тем, что мы живем в моменте. И если мы сейчас на одной встрече и нам там хорошо, то мы можем просто забыть о том, что у нас есть другая. И вот это тоже, во что мы как бы влетели на полном ходу, как бы, что на самом деле люди, которых мы нанимаем, не всегда такие, как мы. Им окей. Они не хотят расти, им это не то, что они не хотят, им это не нужно. Если вообще в это там условно уходить в эту философию, то непонятно, кто из нас еще прав. Да. С точки зрения счастья человека и отношения к этой жизни. Может быть, мы со своей вот этой напряженностью перманентной, в общем-то, делаем себя менее счастливыми. Они-то счастливы, а мы нет. Вот, люди, которых шило в жопе, вот, они же, ну, в целом-то, они всегда в каком-то дискомфорте находятся, постоянном. Это и помогает им, наверное, двигаться вперед. Вот, и человека, который нет вот этого дискомфорта, ну, да, он ничего не делает, но он счастлив. It's not easy to stay in Plata. It's not a company for everyone. There's always very short deadlines or aggressive. We are hungry to continue growing. Do it faster, you know? So ever since I joined, we sacrificed long weekends, some holidays. Me personally, I've taken like three weeks and a half of holiday in the last 3 years, but I'm almost 3 years here in Plata. 3 weeks? More or less. My only one that Alex knows that is my hardcore week of holiday. It's Christmas week, because that's my week with my family, and that's my must. That is non-negotiable. I don't care, but it's super cool to see that all that effort and sometimes sleepless nights or whatever end up getting not only good results, but amazing results. Возглавив службу поддержки клиентов Платы, в которой большинство сотрудников мексиканцы, Анастасия острее других почувствовала разницу менталитетов. Я знаю про себя, что я довольно жесткий руководитель. Это правда. Но там оно скорее... но при этом я очень прямой руководитель. Здесь это оказалось вообще самый худший сценарий для управления. И там довольно понятно для меня стало, если я хочу остаться в той роли, в которой я нахожусь, и расти в этом направлении, то мне нужно было очень много в себе тоже адаптировать. На одной из встреч менеджмента Олег довольно
понятно, как мне кажется, сформулировал. Ребят, они с вами спорят не потому, что вы мексиканцы, а потому что мы со всеми спорим. Вы, говорит, посмотрите, как они между собой общаются. Были случаи со слезами во время вполне себе рутинной встречи на ровном месте. Людей просто не выносили тон разговора двух русскоязычных на английском. Думали, что там сейчас какая-то идет бешеная драка, и настолько их это поразило и шокировало, я не знаю, как без мата сказать, что они разрыдались. Были люди, и прям со встречи убегали, хотя нет, мужчин был. Хотя там двое ребят просто обсуждали, условно, приклеить или прибить. Ваш телефон no es vuestro teléfono. Correcto. Ваша чашка. Chashka. I say it as a joke, but one of the whys I started taking Russian classes was because I always say that when I see these heated debates between the Russian Slavic team, I won't understand what is happening. Это как история, что когда ты не разговариваешь на каком-то иностранном языке, ты начинаешь говорить на своем, но громче. Это же сразу понятно становится, конечно же. Я примерно делала так же, просто мой язык был язык чисел, дат, каких-то вот этих сроков, процессов. И вместо того, чтобы заметить, что они не говорят на этом языке, я говорила громче. То есть это конфликт очень сильно эскалировался, и вся компания знала, что вот есть Настя, есть там Паола на тот момент, и вот там прям война. И я понимала, что надо с этим что-то делать. И что ты сделала? Я стала учить другой язык. И стала учиться по-другому ставить задачи. То есть я в Мексике, и мы делаем банк для мексиканцев, мексиканцами. И на самом деле мне нужно научиться понимать этих людей, чтобы делать свою работу хорошо. Я mejor. Вообще, недавно я инвестировала в это кафе. Буквально. Мы просто что-то разговаривали, Майрани, она моя подруга, и она рассказывала, она пришла, вот, ты, наверное, в бизнесе разбираешься. Она просто меня советы спрашивала. Я это скорее воспринимаю как такой, не дружеский эксперимент, но я заметила, что очень сложно говорить, иногда что-то планировать с мексиканцами, потому что все планирование строится на день, на неделю. И они такие, нам в день нужно заработать столько-то. И я говорю, это не так работает. Нужно мыслить другими категориями и все прочее. И мы сейчас начали менторинг. Hiciste menú como hablamos antes en ChatGPT. Todavía no me ha dado mucho tiempo, pero sí ya voy a tener quien me pueda ayudar a hacer más cosas, entonces ya se va a poder hacer. Мне кажется, что для мозга это так тяжело все время быть чем-то недовольным. Все время страдать, думать, господи, какие они дураки, не лечатся. Нужно их всех уволить. Я просто помню, какое напряжение во мне было. Что ты идешь по улице, какая-то Мексика, тут тортилья невкусная. И потом просто нужно было сделать выбор. То есть, и что я буду так, сколько я буду так страдать. И я так начала потихоньку интегрироваться. Мигель – один из тех сотрудников Платы, кто пытается установить дружеские отношения с русскоязычными коллегами, регулярно устраивая барбекю на крыше своей квартиры. I do try to invite mix, so we can get to know each other better. In a way, it's in purpose, but at the same time, it's just I'm now friends with a bunch of Mexicans in the office, a bunch of Russians, and so I just invite. Plus, I like to cook, so it's always good for me. Русский трудный язык. Очень трудный. Могу научить армянскому. We are completely diverse, and in Plata we have 22 or 23 nationalities. And that's what Mexico is all about. It's a point of contact between all the countries since the 16th century.
When Mexico was conquered by the Spaniards, it was the biggest trade center in the world. All the commerce from Japan, China, India, Philippines, it went through the port of Acapulco here in Mexico, through Mexico City, then to the port of Veracruz, and then to Madrid in Europe. That's why Mexicans have a little bit of everything. That's other thing that I can tell you about Mexicans and Russians. We know how to party, both of us. There's no single party that we've done here in Plata that hasn't been good. Their sense of humor, I think it's very similar to Mexican sense of humor. Yeah, like not very politically correct, let's say. Привет, я зовут Анна. Как дела? I hope like хорошо. I know other one. Привет, красотка. Поехали ко мне. Доброй ночи. Пиздато. All that is Alex Bros teaching. Alex Bro has taught me. Илья и Таня последний раз перед переездом в Мексику прогуливаются в Говоровском лесу на юго-западной окраине Москвы. У Ильи уже есть похожий опыт. В 17 лет он поступил на мехмат МГУ и переехал из Балакова в Москву. Ты говоришь с родителями по видеосвязи. И вот это дальше, когда ты будешь с ним прощаться, будет сложно. Потому что ты думаешь, вот, частичка России, она снова, частичка твоей прежней жизни, она снова будет у тебя, и она снова будет. Это тоже такое тяжелое. Мне просто хочется жить в мире и понимании того, что типа все-таки Земля круглая, мы не уезжаем на другую планету, в другую вселенную. Да. Вернуться всегда можем и успеем. А сейчас будем пробовать что-то новое, так что надо больше с такого, мне кажется, контекста сходить, а иначе можно погрязнуть в этой тоске. Илья уже был в командировке в Мехико. Таня впервые отправляется на американский континент. Я на самом деле больше всего жду климата, изменения климата, конечно, это вообще будет, наверное, роскошь. Изменение климата, да. Да, и в целом вот это вот понимание, что ты можешь выйти в кроссовочках, в штанишках и футболочке, потом еще пойти на падл-корт, потом еще, может быть, где-нибудь заглянуть в спортзальчик, вот, и до офиса тебе идти 10 минут пешком. Это правда. А не час на метро. Ребята вместе работали аналитиками в Яндекс.Такси. В прошлом году, уже получив оффер от Платы, решили пожениться и переехать в Мексику. Блин, ну это первый блин. Что это? Буквально ком он получился. Ты прикинь, что без вакууматора, что бы здесь происходило? Новые коллеги из офиса Платы попросили привезти глазированные сырки, лакомство, по которому россияне тоскуют из любой точки мира. Перед вылетом прощальный видеозвонок родителям Ильи. Я рад за то, что вы все-таки решились на этот шаг совместно. То есть вернуться в Яндекс, то есть никаких проблем нет. Но точно бы вы думали, блин, что же мы не сделали этот шаг. Ну, сейчас, благо, все-таки можно пообщаться по видео в любой момент. Не, они же, не в роли этой белой миграции, которая там во время гражданской войны словили. Да. Слава богу. Ну да. Я, знаешь, сейчас что вспомнила? Я перечитывала, помнишь, ты когда уезжал, когда приезжал, еще учился в этом университете, и письма нам с папой оставлял. И я помню, там ты писал, что, по-моему, слова Юлия Цезаря, что все великие дела нужно начинать не откладывая. То есть решил, нужно делать. Иначе ты, когда увидишь препятствие, то можешь повернуть и вернуться назад. Я вот прямо помню. Растрогался. Да? Ты вспомнил письмо, когда ты писала? Платочек там есть, у меня есть. Я был дело. Тебе платочек нужен? Нет. Нет, не нужен. Справлюсь. Я могу его? Да, конечно, да.
Основатели банка Нери Таларда, Данила Анисимова, Александра Бро и Давида Исаханяна мексиканская команда называет фантастической четверкой. У меня общение, соединение людей, компаний, у меня язык, у него математика, у Данила. У Нери весь обвес с точки зрения VC, работы с правительствами. То есть мы очень сильно друг друга дополняем. When we were in the process of registering with CMVV, there's a guide, a legal guide on how to do this procedure. So one day, Daniel arrives with the complete guide printed in paper. It was highlighted with notes, etc. in Spanish. He read it all and he said, like, guys, you're wrong. Like, I already read this, and here it says A, B, C, D, and D. So we need to do it this way. Oh my God, he literally read it, like from one night to the other, and now he's telling us how to do it. It's like, thank you. Thank you for challenging me. Because only when you challenge yourself, your understanding, it's when you really grow. And this happens to us here daily. Мы себя чувствуем здесь все-таки международной компанией. Мы общаемся там с местными нашими мексиканскими сотрудниками, постоянно коммуницируем. Это непросто. Это добавляет, так сказать, комплексити некой сложности, но это, интересно. Вот. Мы общаемся с международными инвесторами, мы общаемся там с какими-то фондами, мы общаемся с регулятором. Ну, то есть это абсолютно другой environment, другая среда, профессиональная, чем та, которая сейчас в России, потому что, в России, очевидно, сейчас, какие инвесторы там, откуда, где, куда. Среди правил бизнеса, который менеджмент Платы привез с собой в Мексику из Тинькофф банка, отсутствие традиционной вертикали власти. В Плате это буквально бросается в глаза. Мы с Данилом сидим в open space рядом со всеми. Любой человек может подойти к нам, просто спросить что угодно. Тут реально можно просто подойти чуть ли не к кофаундеру компании и сказать: блять, там что-то не работает, сейчас я пойду исправлю, давай по-быстрому все решим, там сейчас все будет нормально. Нету какого-то большого вот этого субординационного барьера, и действительно можно с начальником и в бар сходить, можно и пообщаться о чем-то. Все на «ты», на всех уровнях. Это такая свобода, которая очень прикольная, и она, мне кажется, делает рабочий процесс эффективнее. Ser como pan comido. Асадера? Асада? 23-летний Александр Котов из Петербурга. Испанский учит не только по профессиональной надобности, но и по зову сердца. Будучи студентом факультета робототехники ИТМО, Александр оказался по обмену в Сеуле. Там у него возник роман со студенткой из Мексики по имени Келли. По окончании семестра молодые люди разъехались по домам, продолжив общаться онлайн. Есть такая особенность, что условно там какую-нибудь песню Цоя с ней не получится обсудить. Но с другой стороны, это порождает просто бесконечное количество тем для разговора. И вот мы делали так. Мы устраивали созвон, и я к этому созвону готовился, переводил какое-то количество песенок, которые мне нравятся, русскоязычных. Я показывал ей Слава КПСС, я показывал Пирокинезис. Ну, еще, конечно, рок показывал тоже. Я показывал порнофильмы. Я показывал, в смысле, группу. Параллельно Александр начал искать работу в Мексике. Так он узнал о существовании Платы. Там вакансия была дата-аналитика, и я плохо представлял, что такое дата-аналитик. Вот, и подумал, что, дата, да, то есть там какая-то математика, какой-то дата-сайенс, что-то близко к тому, чем я занимаюсь, потому что у меня тоже математика у роботов. Вот, подумал, попробую. Вот, и скинул. Александр успешно прошел собеседование и переехал в Мехико. Каждые выходные он садится на автобус и едет в гости к Келли, которая живет в 100 километрах от столицы. Если представить, что Мехико — это Санкт-Петербург, то Келли живет типа в Гатчине. Может казаться, что там типа пальмы и кактусы, но на самом деле тут рядом с Мехико есть и хвойные леса, есть и вообще такие скалистые боры, как в Карелии. Вот, то есть, если поискать, можно много чего найти и родного. Я, когда переехал, я шутил о том, что раньше между нами было 10 тысяч километров, а теперь между нами всего 100 километров, поэтому в 100 раз я сократил дистанцию.
Семья Келли, мама, бабушка, дядя и кузены встречают русского бойфренда традиционным обедом. ¿Practicar? ¿Obtener? Sí, voy a obtenerlo. Espero que tenderlo. ¿Qué personas conoces? Yo conozco meter la pata. Que pachuca por tronco. ¿Qué pachuca por tronco? В субботний вечер почти весь городок отправляется на мессу. Родные девушки – ревностные католики, как и большинство мексиканцев. I noticed that when I was spending time with him, I was happy, and I was sharing that with my friends. So that's when I noticed that I like to be with him. Soundtrack. It means it's 6 o'clock. Do you remember the moment when you felt or decided that yes, he's your man? Yes, when he decided to come to Mexico, to leave everything he had in Russia, his job, his friends, his family, and come for me. Благодаря Александру Келли перешла с малооплачиваемой работы школьного учителя в Плату, где удаленно занимается продвижением банковских продуктов в интернете. В прошлом году Котов организовал поездку мамы и бабушки на Кубу, где познакомил их с Келли. Напоследок я хотел сказать, наверное, о двух самых важных вещах. Первое – это нужно ценить любовь, настоящую любовь. Она дает силы совершать порой то, что казалось невероятным изначально. И второе – это искать добро и уметь находить добро. Потому что даже когда кажется, что вокруг ничего доброго и светлого не осталось, на самом деле это неправда. Всегда можно найти это добро и свет, потому что он всегда есть в нас самих. Я так думал, так делал, и вот в итоге мы здесь. Аминь. Я даже помню день, когда я просто пришла домой, и я поняла, что я не хочу дружить с людьми только потому, что они русские, и мы работаем вместе. Потом, поскольку я приезжала одна, то там добавилась еще какая-то романтическая составляющая, что в целом на какие-то свидания можно было походить с местными. Это зеркало, на самом деле, очень старое, там оно передавалось в поколениях у моего бывшего мужчины-мексиканца. И он оставил его? Да. Ну, знаете, он мне писал, вставил. В прошлом году, на свой день рождения, он у меня в марте, я устраивала кинсиньеру, точнее, трейнта синканьеру, то есть мне 35 было. И здесь есть традиция, когда девочке исполняется 15 лет, устраиваются просто невероятные празднования. Они там в диадемах, в платьях вот этих, на лимузине, там просто. Вот. И мне так было им завидно просто, что я тоже решила, что хочу свою кинсиньеру. Я купила всем подружкам диадему, я заказала лимузин, у нас был леопардовый дресс-код, я сняла виллу. Просто захотел почувствовать себя принцессой? Ну да, я как-то не праздновала день рождения, а вот в Мексике это были первое время, когда я начала уже что-то, правда, праздновать. Радоваться жизни. Ну, это правда, Мексика меня немножечко растопила, мое сердечко.
Я надеюсь, это место никогда не попадет ни в какие списки. Хотя оно существует уже прям миллион лет, мне кажется. 20 песо. Вот столько должен стоить хороший тако. Недешево, недорого. 20 песо – это Да. евро. Это евро, да. Лепешка кукурузная, да? Ну, конечно. Обижаешь. Иногда по воскресеньям Настя ездит на один из самых крупных рынков Мехико – Лагуния. Покупать всякую всячину и сливаться с народом. Раньше считала, что это просто отвратительно. Какой-то стакан обоссанный, измазанный чем-то, что-то налеплено. Люди это лижут. Тут какие-то вот мармеладки. Что-то плавает внутри. Но here I am. Что это? Объясни вообще. Это мичелада. Такая ее самая классическая форма. Просто пиво Корона, самое известное мексиканское, мне кажется, по всему миру. Лимонный сок. Чамой – это специя. Здесь у меня манго, соус, обмазанный по стакану. Да, ну и кунжут. Такой healthy version, я бы сказала. Я думаю, именно благодаря тому, что я этот язык как-то выучила. Ну, теперь я отвечаю не за customer care. Я отвечаю за всю операционку в платье. Мексика для радости. Люди для радости. И, наверное, это самое главное, чему я научилась за 3 года. Что люди вообще могут быть для радости. Что моя жизнь может быть для этого. У меня не всегда получается, но мысль такая появилась. А мне, знаешь, интересную вещь сказала жена Нерит. Она сказала: Олег, Плата — это твой внук. Я поймался на мысли, это очень классное сравнение, потому что Тинькофф был это мое дитё, а Плата — это мой внук. Потому что в Тинькофф я был day-to-day, да? Я приходил вот так, вот как эту неделю в Тинькофф я так жил. А сейчас же я не хожу на работу, я здесь провожу там месяц, может, в году, 6 недель максимум. Внучок мой такой. Интересно. Но говорят, что внуков больше любишь. Приезжайте в свободную страну. Да, здесь чуть по-другому. Кстати, погода классная. Рестораны не хуже, чем в Москве. Проституток нет, как у вас на Патриках. Ну ничего, переживете, у вас же жены. А так все, здесь очень прекрасно. Первый рабочий день Ильи и Татьяны в Мексике. С Колей Саркисяном Илья подружился в свой первый приезд. Бенвениdo, так сказать. На земле без VPN. Да. Это большой. Полет отличный. Глазированные сырки благополучно пережили долгий перелет. Ну, вот так вот. Я бы черной икре так не порадовался. Черная икре, ну ты тоже там. Ребята сходу погружаются в работу. Привет, ребят. Сейчас у нас подарочек приехал. Ой, Илья, привет. Я как бы относительно свободна сейчас и могу себе это позволить. И, возможно, в будущем такого уже не случится. И вот пораскинув над всем этим, понимаешь, что да, страшно, да, боюсь потерять вот эту почву под ногами, которая там 28 лет моей жизни как бы была, вот, да, в виде моего места дома, но, блин, ну как бы я же должна потом что-то детям буду рассказать. Я понимал, что где-то немножко подустал в Яндексе, и точно это было уже не про удовольствие. И большой плюс Платы – это амбициозные проекты, амбициозные цели, то есть быстрее, выше, сильнее, но как бы это заряжает. Слушай, ну вот вы сказали, чтобы сюда переезжать, ну, было страшно, да? А как бы в России оставаться не страшно сейчас? Ну, прям я уверен, что не страшно. Ну, то есть, понятное дело, у каждого там свои ситуации, у каждого там как бы своя жизнь, но вот мы жили в России, нам не было страшно. Ну и среди ваших друзей тоже, в общем, так как бы... Да, то есть... Вы не чувствовали себя в опасности?
Нет. Мы, не знаю, мы жили нашу лучшую Обычную жизнь, на самом деле. Да. То есть по выходным там собирались с друзьями, играли в падл. То есть сейчас это популярно, все было здесь. Может не могу быть, пожаловаться. даже если как бы очень много про это думали, там, понятное дело, страх, он как-то сам с собой приходит, потому что мы понимаем, что то, что происходит, оно, как бы это не то, что происходит каждый день с людьми в жизни, мягко говоря. Да. И мы, конечно, просто... Я считаю, что для сохранения своего какого-то ментального здоровья, для того, чтобы жизнь, опять же, шла своим чередом, иногда нужно абстрагироваться. Вот, потому что иначе можно сойти с ума. Это, может быть, звучит, конечно, немножко так стыдно, что мы там что-то не замечаем, что мы там игнорируем, но это невозможно одно и то же мусолить. Это может только Юрий Дудь, видимо. Ну да, но... Ну, который не живет в России. Который не живет в да, России, да. Ну, и надо понимать, что, мы же все, думаем про себя, правда ведь? Не получается думать за весь свой город, за всю страну, за всю планету. Хочется хотя бы о себе попытаться позаботиться. И меньше читать новостей, например. Вот для меня это было просто прям решение в 22-м году. Я поняла, что все, хватит. И чтобы продолжить жить хоть какую-то жизнь адекватную, мне приходится, делать вид, что, может быть, и все нормально где-то. Как ты пережил в 22-м году то, что произошло с тобой и банком? Тот фильм кончался на такой коде, что уже сейчас просто мы весь мир покорим. Конечно. Я, наверное, несколько недель плохо спал, плакал, делал все, что угодно. После начала войны? После того, когда с Тинькофф меня выкинули. Вот. И это было обидно. Но знаешь, что-то как-то гиперкомпенсация шла такая, условно говоря. Зато я там жить не должен в этой стране. Удивили вы меня, русские люди, удивили, мягко сказать. Не хочу я быть рядом с вами больше. Вы, наверное, сейчас ответите, да и мы не хотим. Прекрасно, вот какой консенсус. Приезжайте лучше к нам на работу, устраивайтесь. Заработаете кучу денег, получите удовольствие, и будет у вас работать без VPN все. У меня нет VPN. Ха-ха-ха. Слушай, у вас есть. Это обида, мне кажется, все-таки, да? Наверное. Какая мне разница? Обида, и что? Я обижен сильно на страну. А мне дается, пишется, ты обида в тебе, обида. Вот ты обиженка там. А я не должен быть обиженкой? Хочется спросить всех вас. Человека лишили 9 миллиардов долларов, любимого детища, про которое я рассказывал, родной страны, одного из лучших IT-бизнесов мира, финтеков и так далее, так далее. Могила посещения моих родителей. Я должен быть не обиженка после этого? Конечно, я обиженка. Еще какая, блядь. И чё? Вот, кстати, ребята только приехали вчера. Здорово. Привет. Олег. Илья. Не знаете? Да. А вы у нас работать будете? Уже работаем. А скажите, почему вы приняли предложение от платы? Хотелось попробовать что-то новое для себя. Не хотелось в России жить или что? Нет, дело не в этом. Нет, дело не в этом. Как не в этом? Где в этом? А я всем рассказываю, приезжайте, в России говно жить. Не, так нет. В России хорошо жить? В России на самом деле хорошо жить, да. Россия то, что там нужно все с VPN, и вот это все, нет это свободы, неудобно. у вас это... неудобно. Только неудобно, такое слово, и все. Да. А то, что ничего нельзя сказать и написать. Ты же не можешь в соцсети написать, что ты думаешь, правда? Не можешь, конечно, и не пишешь поэтому. Ну, и тебя это никак не смущает? Я поэтому ничего и не пишу. Я понимаю, но тебя внутри это как-то... Мне кажется, вот где русский народ крякнул. Потому что мне часто... Вчера мы с Майклом Каллой говорили, мы говорим, русские и американцы, они очень похожи. Но проблема в том, что для американцев свобода все-таки это важно, а для русских похер. Главное, чтобы холодильник был полный. То есть ты можешь написать, я против войны. Но ты не можешь про это написать, да, потому что ты боишься. Я боюсь, конечно. Конечно, боюсь. Странно не бояться этого в России, когда там точно... Все могут, не точно, но могут. Могут прийти и могут давать пожар. Мне кажется, это основное отличие со Штатами. К сожалению, страх решает. Страх решает. А чего здесь скрывать? Страх — это же не что-то прям такое, только негативное. А еще... Мы за свою жизнь боремся. Я тут задумался, пускай Лошак делает выводы, что на это сказать. Ну, вообще мне этот вопрос возникает. За меня за это по попе похлопает, лучше я буду молчать. Но я живу, потому что
потому что все хорошо, и потому что Патрики, да? И деливери быстро приезжают. Ну, это прям как-то Нет, я живу, потому что семья там. Я живу, потому что моя жизнь там, мой дом там. Мы же теряем семью. Сейчас твой дом уже будет в Мехико-Сити. Но все равно семья-то моя там. И я хочу когда-то к ней иметь возможность вернуться. Ну и будешь возвращаться, что ли? Будем возвращаться. Вот. Вот. То и дело, мы И сможем чтобы- возвращаться. Да, если- чтобы иметь эту возможность, нужно как бы... Помолчать. Иногда, да. Вот. Но выбор делать все равно самому. Молодцы, что приехали. Вот это правильный выбор. Ну, вот тебе факт. Путин всех запугал. С другой стороны, я тоже согласен. А что от них геройство требуешь? Я уже хотел на них наехать, но потом я понял, что, может, не надо от людей требовать геройства. Он, в общем и целом, все правильно рассказывал. Даже немножко обидно, что вот такое как бы знаменательное событие, это, там, не знаю, новый карьерный путь. Приходится объяснять через призму, через призму таких вот политических историй. Да, вот это как раз-таки раздражает, то, что теперь как бы все поддается, преподносится под другим соусом. И ты думаешь, ну а что ж мне теперь как бы вот, ну... Оправдываться все время, да, и там вот с Олегом Тиньковым беседовать на эту тему и доказывать, почему я как бы не хочу вернуться домой. Да блин, потому что у меня есть дом. И то, что мы сейчас здесь, это не акт как бы протеста и переезда в связи с тем, что вот там мы с чем-то не согласны или что-то такое. Нет, это исключительно как бы попытка попробовать себя в новых обстоятельствах. А про побег я не думаю и думать не хочу, потому что это не побег. Потому что это жизнь, которую я хочу выбирать. Каждый год количество клиентов Платы увеличивается на миллион. Почему российским банкирам удалось покорить Мексику? По-английски называется playbook, да, мы повторяем то, что мы знаем. Как бы, поскольку Тинькофф фильм 15 лет, но еще 5 прошло, уже 20 лет опыта, и ты как бы с этим опытом приходишь. Все-таки это не на пустом месте. Вы уже такое что-то строили, и это, в общем, ну, да. Так или иначе можно повторить, хотя бы на другом континенте. Playbook, да, называется. Почему? Как это там? Можем повторить. Россия лидер мировой во всем, что связано с IT, с математикой, с физикой. Ну, одна из. Давай. США, Россия, Китай. То есть, и вот количество очень образованных, качественных людей в этих сферах очень большая. И мы, конечно, очень много из них знаем, поэтому понятно, что мы хотим оттуда взять людей. И это вот одна из больших конкурентных преимуществ. Разработчики – люди привередливые. Не каждый согласится ехать на другой край земли, поэтому IT-специалистам в Плате предоставляется возможность работать практически из любой точки мира, кроме России. Кипр выбрали в качестве центрального офиса, потому что Евросоюз, низкие налоги, хороший климат плюс возможность получить гражданство через 4 года. Добро пожаловать в Плату. Здесь работают пока что еще разработчики, пока их не заменил искусственный интеллект. И смотрят на море. Я, конечно, шучу. Их никогда не заменит искусственный интеллект. Сегодня у нас открытие нашего лимассольского офиса. Гости к нам какие большие пришли. Покажите нам Веру, пожалуйста. Ну, вид, конечно, на мой взгляд, потрясающий. Если несколько лет назад мне бы сказали, что вот можно работать, имея вот такой вид за окном, ну, это как будто бы из разряда фантастики. На Кипре у Платы сейчас 140 сотрудников. Часть из них работает в офисе, часть из дома. По этому поводу у Шлёхина с Тиньковым постоянные споры. Олег как приверженец старой школы, для него, очевидно, понятная схема, когда есть один большой красивый офис, и люди в нем работают, собственно, 5-2, а лучше 24/7, находятся вместе. Но так или иначе, собрать столько талантливых людей в одной локации, как будто это... Просто разработчики уже довольно избалованы. Нереально, да. Ну, то есть мы должны тогда очень сильно сузить нашу воронку на входе, сказав, что, ребята, у нас есть там только одна локация Кипр или, там, скажем, только Барселона. Обязательно переезд, обязательно ходить в офис 5-2. То есть мы будем выбирать не тех, кто крутой, а тех, кто готов согласиться на эти условия.
По некоторым данным, русскоговорящее население Кипра достигает 100 тысяч человек. Это около 10% населения острова. Примерно половина из них занята в IT-индустрии, имеющей здесь налоговые льготы. Выпускник физфака СББГУ и бывший разработчик Тинькофф банка Данила Дмитриенко, уже получив оффер от Платы, целый год ездил с женой по Европе, выбирая место жительства. И в конце концов решил остановиться на Кипре. Комьюнити, это прям самое важное, если честно. Неважно вообще, как у тебя выглядит там, грубо говоря, дом, машина, какие улицы, работают ли кафешки. И если тебе в эту кафешку элементарно не с кем сходить, тебе будет тяжело. И так, практически во всех вопросах. И вот платовское, кипрское комьюнити, оно безумно крутое. То есть здесь огромное количество вот тех самых активных, ищущих будущего ребят, с которыми тебе круто развиваться, общаться и вообще чем-либо заниматься. Параллельно с развитием сервиса в Мексике, разработчики на Кипре готовятся к запуску банка в Колумбии. Последняя демо показала, что мы, в принципе, входим в сроки. Нет такой паники, нет такого страха, как было с Мексикой. Запуск второй страны гораздо проще, чем был первый. То есть с Мексикой было сложнее в разы. Выходи из образа. Все в говне. Все плохо, не знаю, что делать. Костян, ты спал вообще, нет? Нет, все нормально, правда. Гораздо лучше. Да не, на Колумбию запустим. В 22 году я там был один человек, который отвечает за технологии. То есть я там лично регистрировал условно почту, выбирал инструментарий. Потом фигак, сейчас нас уже там в IT 800 человек. То есть это уже армия, которая работает по всему миру. И, по сути, это происходит 24/7, потому что там куча таймзон, постоянно все бурлит, работает. В любое время дня и ночи я могу открыть Slack, и будут какие-то вещи, которыми я могу заняться прямо здесь и сейчас. Помимо Кипра, офисы для разработчиков есть еще в 5 странах. В Барселоне находится 3-й по величине хаб Платы, насчитывающий около 150 человек. Здесь у нас чудесный порт и очень красивый вид. Я вот иногда, когда со звонов выхожу, о чем-нибудь задумаюсь, смотрю на Колумбо и вот про Мексику родную думаю. Здесь мы чилим, сегодня вот будем смотреть футбол, Барселона играет. Надеемся, что выиграет. Барселона у нас самый молодой хаб, молодой не только по дате создания, но и по сути своей. Сюда приезжают молодые ребята, в большинстве своем не семейные, очень драйвовые, которые выбирают Европу за свободу жить так, как хочется, за свободу перемещений, за свободу мнений. И этот офис, он очень разнообразный. Если в целом посмотреть на Барселону как на город, это город экспатов. Здесь очень разнообразные комьюнити. И точно так же у нас в Плате здесь нет какого-то одного тренда, как, например, на Кипре, что большинство это IT-ребята. Здесь собраны аналитики, дизайнеры, разработчики, другие специализации. И поэтому мы выглядим очень разнопланово, если сравнивать этот хаб с какими-то нашими другими. Европейские хабы Платы отличаются свободными нравами. Например, можно приходить с собаками. Правильное место, чтобы спросить про специфику работы с поколением зумеров. Мне зумеры в этом плане на самом деле очень нравятся, потому что они, например, сильно легче, быстрее готовы решаться на релокацию. Потому что если мы говорим о каких-то ребятах постарше, то там всегда есть какая-то история про границы и территориальные границы. Вот у зумеров в этом плане классно. У них есть только личные внутренние границы. Они их берут с собой, и мир для них безграничен, открыт. Они берут свои личные границы и едут с ними куда хотят. У нас там, кажется, драка. Собачья драка. У Данилы Дмитриенко подход прагматичный. Выбрал Плату, потому что в Т-банке и других российских IT-компаниях из-за санкций и блокировок он больше не видел перспектив для профессионального роста. Началось, что началось. И да, она все равно так или иначе влияет. И тут стала стрелять сильная история, что в компании начало чувствоваться, что у тебя появляется куча ограничений. Ты сам не растешь, ты при этом, если хочешь сам как-то себя проявить, развиться, ты становишься ограниченным, ты начинаешь изобретать велосипеды и тем самым пытаться удержаться на плаву. То есть уже есть на рынке Telegram.
ну, все им пользуются, ничего с этим не сделаешь. Внутри ты начинаешь переизобретать его же. Представим, не знаю, какое-нибудь идеальное условие, все барьеры падают, весь мир помирился, чего, я думаю, все хотят. Но куда люди пойдут, в Telegram или в Max? Ну все. И так, к сожалению, с очень большим количеством продуктов, они просто переизобретаются. А мне хотелось работать с людьми, с которыми я могу развиваться, с которыми я могу придумывать что-то новое и при этом использовать новые технологии. Одновременной кухни, вот некоторый релакс-уголок, так сказать. Судя по тому, что он пустой, становится понятно, что как бы плата — это не про релакс, как минимум сейчас. Если нужен релакс, то нужно выбирать какие-то, мне кажется, другие места для работы. Но если хочется реально быть частью команды, которая создает что-то на грани возможного, и есть желание там расти, развиваться и там, бежать с достаточно высокой скоростью, то, на мой взгляд, это супер правильное место. То, что Олег в свое время создал в Тинькофф, и какие нарративы он здесь дает нам сейчас, что не нужно бояться, нужно пробовать, желательно все быстро, очень четко и на цифрах. Это делает очень большой отпечаток на том, как мы сами, как топ-менеджмент команда, выглядим, и то, каких людей мы выбираем, то, какие люди у нас приживаются, и самое, наверное, главное и ключевое, какие люди у нас счастливы. Я, причем, очень хорошо понимаю эту историю про комфорт и никого не осуждаю за эту любовь к комфорту. Просто нам такие люди по типажу не подходят. Мы как раз-таки ищем людей, которые готовы сделать этот некий степ-аут и выйти из зоны комфорта. Когда ты, соответственно, переходишь в что-то новое, сложное, что пытается, что дает тебе челленджи и развивает, то ты, собственно, снова начинаешь жить. Тебе тяжело, но ровно поэтому тебе и интересно. То есть тебе нужно, чтобы тебе было некомфортно, и тогда ты будешь чувствовать, что ты живешь. Вот. Действительно философ. Охренеть, блин, ну это вообще. А если пиво дать, о, полетим. CTO Плата Андрей Шелехин, прилетая в Мехико, старается не пропускать квартирники. Так здесь называют традицию ностальгических посиделок под песни, возникшую у джунов компании. Как это появилось? Когда я работал в Тинькофф, у нас была группа Тинькофф Бенд. Из сотрудников состоявшая. Вот, мы там собирались, играли на каких-то мероприятиях. Когда мы стартанули Плату, естественно, вся эта красивая история рассыпалась. Желание издавать всякие звуки приятные и не очень, оно осталось. Поскольку я приехал, и ребята знают, что я тоже там пытаюсь что-то играть, я как-то стал частью этой традиции. Квартирники проходят в ЖК «Кочевая жизнь», где компания снимает и оплачивает молодым сотрудникам жилье. В последнее время к ребятам нередко заглядывает Олег Тинькофф. А теперь начинается вечеринка. Что, сразу заряжаем с песней на агентов? В этой тьме, что беспросветно, как снег на полюсах, первые новые из пепла пробьются к небесам. На весне лучах рассветных заблестит роса. Да, я верю в то, что светлая будет полоса. В этой тьме, что беспросветно, как снег на полюсах. Мне очень понравились эти квартирники. В общем и целом, идея родилась спонтанно, потому что Андрей Шелехин, наш CTO, мы с ним, я квартиру там снимаю, как будто мы ее сняли с Майклом Калви, но на самом деле я там больше живу с Шелехиным. Он мой руммейт, как я смеюсь. И он играет на гитаре. Вот. И я Антон Тарасенко. И они что-то стали приходить и играть. И потом наши ребята, вот, там джуны, и у них там вообще 5-6 гитар, и они стали, и мы стали собираться, и меня стали звать, ностальгировать. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. И, кстати, вот там мне как раз эта идея пришла в голову, когда ты сидишь и смотришь на... Не у меня там в квартире с видом жирным на Паланку, а именно где вот эти ребята, разработчики, инженера, которые сидят и поют
Земфиру или Юру Шевчука ДДТ, и ты понимаешь, какая это трагедия, какая это на самом деле гуманитарная катастрофа. И потом ты с ними беседуешь между песнями о чем-то, и ты понимаешь, какие они офигенски умные. Они умные, талантливые. Это не просто, это просто реально positive selection. То есть уезжают лучшие. Он собрал уже тысячи конструктора правды. Он распечатал всех кукол, но он все еще ищет детали для пазла. Он все еще ходит по кругу. Смотри, кто уезжает. Уезжают самые умные, самые смелые и самые, не побоюсь этого слова, такие дерзкие, да? Если ты человек такой амеба, ты чуть-чуть рисковерс такой, не хочешь рисковать, если ты боишься высунуться, если ты боишься принять какие-то решения, и ты не такой, и ты в себя не веришь, ты, конечно, никуда не поедешь. Поэтому страна получила очередной, там, 3-ю или 4-ю волну negative selection. А мы любили, а мы могли свою любовь найти на краешке земли. Мексика! Такие песни, такие мы. Ведь мы поем, когда нам хочется любви. Барбекю на крыше – мексиканский формат, ставший уже для джунов привычным. На столе безалкогольное пиво. Темпы роста компании плохо сочетаются с похмельным синдромом. Котов на правах старожила ЖК «Кочевая жизнь» проводит экскурсию. Здесь мы собираемся, чтобы пожарить мясо, пообщаться, послушать музыку. Прелесть ее в том, что здесь растет розмарин, есть еще какие-то травы, которые можно буквально приходить, вот срывать и потом мясо с этим жарить. Отсюда прекрасный вид открывается на Мехико и на горы, которые его окружают. А вот и жемчужина нашей крыши. Это этот замечательный бассейн. Мы приходим сюда, потому что здесь всегда теплая вода, из-за того, что она всегда под солнцем нагревается каждый день на протяжении всего светового дня. Просто реклама ЖК, как он называется у вас? Номад Букарелли. Номад Ливинг, да. Все номады, налетайте. Действительно здорово. И вот горы, и закаты, рассветы, вообще все. Такая атмосфера вдохновляющая. Мы будем искать квартиру с крышей. Обязательно. Возможно, Тинькофф прав, и для России отъезд молодых специалистов – трагедия. Сами джуны трагическими персонажами себя совсем не чувствуют. Для них переезд в Мексику – скорее увлекательное путешествие, сулящее в конце большой выигрыш. Причем путешествие с обратным билетом. Нас на родине же остались все равно дорогие нам люди, так или иначе. И мне кажется, каждый из нас кем-то дорожит все-таки в России. У меня там родители, у меня там сейчас девушка живет. Естественно, я не хочу просто вот так выстраивать какую-то границу, отрезать это все. Все, меня там нет. Это же круто, что русская команда приехала и просто подчистую вынесла рынок финансовый Латинской Америки. Ну или через пару лет вынесет, но уже начинает. Это же наоборот дает чувство гордости, по-моему, что вот типа мы приехали сюда, здесь вот есть какие-то там ББВА вот с этим их отвратительным приложением. А что плохого в том, чтобы какую-то другую страну развивать, а потом скажут, а русские были? Я думаю, потом скажешь, а это наша страна теперь. Минутка истории есть. За 3 года Плату в Мексике узнали и полюбили. Но все это время компания работала как кредитная организация, ожидая получения банковской лицензии от мексиканских финансовых органов. Без нее Плата не имела права привлекать вклады населения на депозиты и функционировать как полноценный банк. Having a banking license, I think, is the most complex thing that exists here. The authorities review everything, review who are the shareholders, the origin of funds. They requested a lot of documentation. They review your processes.
your systems, your manuals, etc. В России около 500 банков. В Мексике получить лицензию гораздо сложнее. При сопоставимом количестве населения тут всего 52 банка. Плата должна была стать 53-м. Вот, наверное, представьте, вы сдали какие-то анализы на рак, ждите ответа. Вот это так. Понятно, что не очень хорошая параллель, но неважно. Именно по ощущениям, я думаю, это максимально близко. Как будет развиваться твоя жизнь дальше, зависит вот от этой информации, от этой бумажки, дадут тебе или нет. И ты 4 года не знаешь, и тебе никто не объясняет ничего. И когда ты постоянно звонишь, спрашиваешь, как, а почему, а есть конкретика, и тебе все говорят, ждите ответа. В процессе проверки представители Центробанка Мексики нанесли 190 рабочих визитов в офис Платы. В последние 3 месяца к процессу аудита подключился местный регулятор CNBV. Когда подготовка и визиты первые CNBV начались, там вот этот сумасшедший дом, выходных нет, потому что CNBV просто каждый день тебе вот такой вот список новых запросов, требований, просто у тебя от суток до недели, чтобы выкатить там мега-фичу новую, которая требуется по регулятору. И вы херачите, просто в джобу выйти на все 200%. То есть это такой длительный процесс, да. когда они вот все тут проверяют. Да, они прям тут сидят, вот это переговорки, все переговорки были заняты. CNBV в одном месте сидели на постоянке, в этих переговорках мы собирались, чтобы им доклады читать, демо показывать. Вот это вот культурное различие между русскими и мексиканцами стало очень заметным во время прохождения нами аудита, поскольку наши русские ребята, которые любят все четко, структурно, быстро, желательно вчера, оказались в ситуации, когда им нужно участвовать в этом бюрократическом процессе. И здесь вот как раз-таки в полной красоте вступили в игру наши мексиканские коллеги, которые смогли все вот это вот сложное, долгое, монотонное объяснять с правильной подачей, с правильной коммуникацией, расставляя нужные нюансы. И как раз-таки в этот момент времени стало очевидно, что вот этот Team Spirit, он очень круто сработал. И что, и посмотрите, прошли CNBV, это жесткие ребята. Уходили, они обнимались с нами, говорят, молодцы. Процесс проверки длился несколько лет, потом наступили несколько месяцев тревожного ожидания. Ну, во-первых, я уже перестал всем дать какой-то информации, потому что я не хотел никого разочаровывать. Просто все казалось, что вот-вот, и все время... Ну да, вот-вот, и типа были какие-то опоздания, да, поэтому я решил ничего никому не буду сказать. Но у нас была планирована встреча с регулятором в среду прошлой или в четверг прошлый. И на этой встрече они нам объяснили, да, это очень круто, что вы там 3,5 года этим занимались, это огромная работа с вашей стороны, с нашей стороны. Вот вам бумагу. Okay, guys, you did it, we did it, done deal, we got the paper, start of operation. So time to celebrate for some of you who are brave enough. Блять, а почему я здесь по-английски говорю? Ну ладно, мы только что там шарху. Короче, хотите фоку де чао, приходите, шампанского выпьем. Ну вот, это был первый, и вот это. Мы уже собрались идти, это я, это Давид. И вот уже дальше. Идет. С утра были новости, что вроде не дадут, потом дадут. Это такие были, знаешь, качели. И, если честно, я прям реально грустил. И когда мне позвонил Мэри по видео и показал, не просто сказал, показал, вот она лицензия. Все, мы соскочили и поехали пить шампанское. Тут бразильский ресторан прям за углом. Tenemos que
hacer todo que es posible para ser el banco más grande, más fuerte en México y toda Latinoамерика. Я обычно не пью, но последние вот 5 дней я еще восстанавливаюсь после последних там выходные, последние несколько 5 дней. Да, я не могу объяснить, что мы вложили в этом процессе. И огромное давление от всех, да, то есть у нас было 5000 сотрудников, которые хотели знать, что происходит. Все инвесторы, которые вложили $1,5 миллиарда. И это все на меня и Олег больше всего. И Майкл тоже, конечно. То есть это был огромный вес, который сняли с нашей спиной. На следующее утро о долгожданной новости знала вся компания. Just a bank license. So well done, everyone. It's a very emotional day yesterday, and it's the culmination of more than 3.5 years of work. And yet it's still just only the beginning. So well done to everyone. Let's go! We need to accelerate and we need to destroy everybody on the Mexican market as soon as possible. So it's so excited actually. You guys are ahead of, well, you're behind us because we started last night, but you're ahead of us today. Yes, so Cyprus, Spain, Serbia, Kazakhstan, Georgia and all our other hubs are ready to celebrate, and we wish you a nice party. For Mexico we will have something later today because we have the whole working day to start to implement all of our ideas. I love you all, let's fucking go! Yay! That's what I want to say. В офисе получение лицензии отмечали с утра шампанским. Okay, guys, let's start it, yeah? Так, ну что, мы получили лицензию вчера, и я всех поздравляю. Вы сделали огромную работу. Мы там с Майклом и все другие шерхолдеры просто вам только помогли чуть-чуть. Вот. Это все сделали вы, и спасибо вам большое всем. Теперь у нас вообще ничего не остановит в этой стране, потому что у нас самая крутая команда. Все, что я говорю, это правда. У нас самая крутая команда. Как сказал Нери, sky is the limit. И я не знаю, как ты это будешь переводить, но мы их всех трахнем. Плата! I'm just going to add very shortly, and since we're all speaking in our native languages, I wanted to speak in English. It's only the beginning. What I'm most excited about is just the fact that we were creating something absolutely new, which is not just a new bank and new products, but a new cultural fit in the team. And looking around this room, it's just really exciting watching all this and being a part of it. So congratulations to all of you, and let's all have a big drink for Banco Plata! Native language, so in Italiano. Dai tutto, dai! You know how important this license was. It's been like the common thread for the 3.5 years that we've been doing this. It's a huge achievement. It's for me a privilege and an honor to be able to represent all of you guys when it comes to these big projects. I am blessed to be guiding it. What Oleg and Mike have already said is by far the best team that I've ever had the chance to work with, and really the best team on this side of the world. And maybe, who knows, we'll be able to prove even beyond that. Let's show the world that, they don't even know what's coming. Полная банковская лицензия означает, что Плата теперь может расширять продуктовую линейку и привлекать деньги клиентов на депозиты. На Кипре разработчики готовятся к Start of Operations, обновлению теперь уже полноценного банковского приложения с новыми продуктами и фичами. Поддержки в эту ночь будет веселее всех. Но с нашей стороны, неважно, обновятся или нет, у нас весь бэк перекрыт, то есть там уже никак будет не пролезть. Все. Понятно. Работает как сталь. Да.
Золотая фраза. Но мы с инфраструктурной командой это обсудили и базу расширили в 2 раза. Накинули ресурсов на то, чтобы, если у нас нагрузка в первый день растет. Вопрос, появится ли что-то, что мы не предусмотрели в итоге? Ну, я могу так сказать, зная людей, с кем я работаю, я уверен, мы предусмотрели все. Вот. Я нет. Ты столько шел, и чтобы сейчас сомневаться в своем решении, вообще не делай. Все будет вот прям. Ну, это эволюционный механизм выживания. То есть те, кто не сомневались, их там уже покусали змеи, они как бы и потомство не оставили. Выжили те, кто сомневались. Тут... С другой стороны, те, кто сомневались, не прыгали туда, куда не надо, а кто-то прыгает. Согласен. Поэтому мы сомневаемся, но прыгаем. Ну да, не говорим, что не запускаемся, но... Необычный зверек. Боимся, но делаем. Ну, плата, вот он. Еще один девиз. Перезапуск прошел успешно. В апреле, уже после того, как Плата стала 53-м банком Мексики, рыночная стоимость компании выросла до $5 миллиардов. В честь этого события решили разбить пиньяту, висевшую на стене офиса. Вместо конфет внутри лежали дебетовые карты банка. В офисе Платы Тинькофф встречается с инвесторами, которые уже вложили в компанию около $1 миллиарда. Oleg and the team from Tinkoff Days, and Neri and Daniil from Tinkoff Days, we were investors in Tinkoff. And when we saw them move to Mexico, we thought it was a great opportunity to partner with a great team. I think the ability of this team to be able to recruit world-class engineers and technologists who can not only ship product really quickly, but then also have the right risk managers and other things to be able to underwrite credit, that I think is what makes this a special group. So yeah, we've been very impressed and we would like to invest more. Новые достижения компании Олег Тинькофф решил отметить концертом Васи Обломова. Звезд прибыло. А вы знаете, звезды пошли. Последний раз мы встречались здесь на Семене Слепакова, и помните, Семен сказал: поздравляю вас с получением лицензии. И я вышел, сказал: Семен, нет, мы не получили, мы получили одобрение, но мы не получили окончательную лицензию. Теперь я могу сказать: fuck them all, we got the fucking license! Поздравляю! Я как-то стараюсь друзей привозить. Был Сеня, с которым мы были соседи просто по даче всю жизнь. Теперь Вася Обломов, который мой большой друг, который сейчас выйдет и будет, наверное, делать прекрасный концерт. В пайплайне, не побоюсь этого слова, мои друзья. Это Юра Шевчук, ДДТ. Noise MC подтвердился на конец октября. Потому что русская культурная жизнь, пускай мы не живем в России больше и, скорее всего, никогда не будем жить, это плохая новость. Я бы на вашем месте не рассчитывал, что вы когда-то туда вернетесь. Ну, я просто реалист. Поэтому давайте держать нашу культуру как-то, как мы можем. Еще раз от всего своего сибирского сердца поздравляю всех вас. Это вы, кто это сделал. Спасибо, ребят. И вот Василий Обломов, пожалуйста. Вообще, я с высшим музыкальным образованием. Родители хорошо занимались моим воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти. Для меня лично основным фактором принятия этого решения, и я не уезжал, я просто не вернулся, не возвращение, было то, что я не могу жить в несвободе. Мне не нравится несвобода, вот принципиально. Я или армию пережил 2 года, я всегда был мне было очень некомфортно в армии, прям реально, прям тяжело там. Я помню, первые 2 месяца хотел повеситься, блин. Мне всегда нравилась свобода перемещения, платить настоящими деньгами, а не криптой какой-то там. И говорить то, что я хочу говорить в интервью, на Инстаграме. Я никогда не думаю, что я буду писать. Я открываю Инстаграм и пишу спонтанно. И все, и закрыл. А у них это надо подумать, что писать 10 раз. А вообще ли писать или не писать? И так далее, и так далее. Нахуй такая жизнь? Жизнь пролетит, не успеешь оглянуться. Она словно пуля, главное не промахнуться. Про первую любовь ты будешь вспоминать с улыбкой, как про ту сказку с золотой рыбкой. Для меня фактор
остаться в свободной стране был ключевым. И поэтому сказал, да не надо мне этих денег. Это так же, как у меня было, когда уголовное дело по налогам США. Мне насчитали там 560 миллионов. И я прям сразу взял и чек выписал. А лоеры говорили, альтернативно мы договоримся, там можно как бы там... Ну там не совсем так straightforward, но тем не менее, 2 года тюрьмы. Но если ты в тюрьме идешь, то типа как будто бы там можно было сказать, что у меня нету денег, там, и там что-то сильно меньше заплатить, условно. Я сказал, да я секунды не думал. И мне жена сказала, у тебя есть все, продай все, уже заплати. Потому что так и здесь. Я потерял там 9 миллиардов долларов, но я остался свободным. Не одна жизнь. Похер эти деньги. Свобода важнее всего. Вот так. Это взрослые, не дети могут развязать войну. Живи. Пока играет музыка, танцуй. Свободной птицей по миру лети. И даже если не всегда везет, живи. Пока играет музыка, танцуй. После концерта традиционная автопати в квартире Тинькова в Мехико. Живи. О, народ! Живи, заходи, а гитара будет? Подари нам всем другие темы для газетных наших новостей. Не дари игрушек и сервизы, не дари открыток и конфет. Подари нам. Ратмир Тимашев – успешный американский IT-предприниматель российского происхождения, из прошлого года инвестор Платы. Что дружили Киев и Москва. Вообще, когда инвестируешь, нужно инвестировать в гениальных людей. Я это понял, у меня заняло 30 лет это понять, да? То есть не бизнес, не важно? Не бизнес, ничего. Просто даешь людям деньги, да? Ну, в смысле, это же Олег, блин, ну что-нибудь придумает, блин. Ну, как бы... Нет, это основная идея, да. Он настолько искренний и настолько, ну, у него открытое сердце, и, конечно, он кого-то там оскорбляет, обижает, там, налево-направо, и мне он какие-то жесткие вещи говорил ни с того ни с сего, там. Нормально, типа, мы прощаем, это легко. Он звучал, что... Когда Тиньков приезжает в Мехико, скорость работы компании, и без того рекордная, переходит в турборежим, за которым с трудом успевает даже CEO компании. А уже где Нэри? Где Нэри? Hey, man. Thank you. This is my first time in Mexico. Let's go. It's a great city. Looks awesome. Speak Russian. Мы все говорим по-русски. Нэри, ты не организован сегодня. Нэри нас встречно втыкает. Вот так вот. Кстати, Нэри, с ним потом надо говорить, он очень не организован. Ну, Олег начал 5 бизнесов с нуля. Это первый раз, когда я это пытаюсь сделать, то есть иметь человека с таким опытом, с которым мы можем консультироваться. Это огромное преимущество. Мы все всегда чувствуем себя немного под стрессом, и он помогает. Мне кажется, что он только добавляет стресс. Это я то, что сейчас видел просто. Ну, it's okay. Это всегда найти наши границы. И Олег всегда пушит нас, чтобы найти вот эти границы. Я не считал, что я мог заниматься и делать то, что я сейчас делаю 5 лет назад. Но Олег как-то всегда меня пушил, и вот я начал развивать некоторые части характера, скиллы. То есть он как бы помогает вам становиться сильнее. Да? Естественно. Как он сам говорит, он приезжает, дает пенделя, он замерил амплитуду, и вот снова приезжает здесь. Конечно, нет, конечно, он помогает. Ну, здесь в основном-то, там, не считая меня и Нэри, очень прагматичные ребята сидят в целом, которые не любят риски. У них риск-аверсия, так называемая. Олег в этом плане дополняет, что ли, ту сторону, которой она и просто натурально нет здесь. Есть люди про цифры,
про то, как минимизировать риски, про то, как это Олег, про то, как зайти и все разом. И, конечно, это добавляет такой флейвор нашей компании. Условно, мы думаем о бизнесе, там, я не знаю, стоимостью 2 миллиарда. Олег думает про бизнес стоимостью 20 миллиардов. Вот, и больше, whatever. То есть в этом плане он все время нас челленджит, все время нас подталкивает на какие-то большие шаги. Предлагает вещи, о которых мы даже и не думали, или думали, что еще рано. Там, ну, например, вот проект банкоматы, да, ну, то есть мы просто сидели на какой-то из встреч, он говорит, блин, надо сейчас начинать делать, все, давайте, давайте начнем прорабатывать, банкоматы это тема, надо делать. Мы так запилили наш первый банкомат, у кого вот ребята разработали. It's very sexy. Yeah, absolutely. It's out of this world. And I want to look the faces of all the other bankers when they approach this ATM and they're like, wow, this is a revolution. It's amazing. Beautiful design. То есть ты Майкла выше меня принимаешь, а ты показываешь, а мне нет. Ой, ну ладно, запомнил. Запомнил, Исхакян. Давай для протокола, чья была идея про банкоматы? Твоя, Олег, твоя идея. Ну, если бы не я, вы бы даже не предоставил. Это поменяет рынок Мексики, это. Если мы поставим их 3000 штук, это будет другая история. По части техники, Майкл, это типа ракета. Сколько всего? Банкоматы, сайты директоров, и лошаки всякие. Лошаки всякие. Это звучит. Короче, запускаем 50, смотрим, как работает, потом масштабируем. Пошли, пожалуйста. Пойдем. Вместо банкомата все же. Bancomatos, chingales todos. Al cajero, chingales todos. We need to put it in theory. Esto, cajeros, chingales todos. Esto, cajero, chingales todos. Estos cajeros, these ATMs, they're gonna fuck everyone. What does it mean, what he said? These ATMs are the best and better than the competition. Зачем ты вообще все это делаешь? Ну, помимо того, чтобы заработать денег, что понятная мотивация для бизнесмена, да? Что еще? Зачем? Ну, доказать себе, наверное, теперь уже ввязавшись, и всем злопыхатель, что можно что-то сделать и за пределами России, и как-то там. 2 раза упал, 3 раза встал, да? То есть жизнь меня приземлила, ты снимал. Когда я болел лейкемией, сделал пересадку костного мозга, я еле-еле выживал. И потом я потерял все. И в некотором смысле это вот такое воскрешение. Мне это дико мотивирует. Сделать это, чтобы себе прежде всего доказать и своим близким, что папа все-таки ваш не лох какой-то, а меня так просто не возьмешь. Вот. Как сказал Высоцкий, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады. Держитесь, гады. Выход на банковский рынок Плата отметила масштабной рекламной кампанией, кульминацией которой стал бесплатный концерт итальянского тенора Андреа Бочелли на центральной площади Мехико. Концерт транслировался по государственному телевидению. Послушать тенора на площади Сакала собралось около 300 тысяч человек. Рекорд для исполнителей классической музыки в Мексике и лично для Андреа Бочелли.
noche caía sobre el zócalo de la Ciudad de México. Lo que no sabíamos aún es que ese lugar que lo ha visto todo volvería a ver historia, porque por unas horas dejaría de latir a su ritmo para hacerlo al compás de una sola voz. Gracias a Banco Plata porque nos dio este gran señor. De veras, es buenísimo. Estoy muy emocionada. Muy emocionada. Ese señor que cantaba es bellísimo, bellísimo. Maybe the best part of the story is that we have all over the place or in Mexico clever people that left Russia to build something great. And these people is, I guess, the most brilliant people that I know so far in terms of mathematics, technologically advanced knowledge and so on. They put the brains, we put the hearts and muscles, and we actually provide the service. Для сотрудников Платы компания арендовала ресторан с видом на площадь, где проходил концерт Бочелли. Атмосфера была не такой возвышенной, как на выступлении оперного певца, зато очень веселой. Текила и водка лились рекой, мексиканцы вперемешку с русскими, топы с джунами. Сначала танцевали под латиноамериканскую музыку, но самые пьяные танцы были уже под российскую попсу. Он хочет в Колумбию поехать. Да? Ты же в Колумбию, правда, хочешь поехать? Мы в Колумбию, кстати, лицензию получили. Плата Поедешь? Поеду. Когда? А там еще выше. Здесь 2300, а там 2800. Выдержишь? Да, как-то так. Ну, вообще, конечно, грустно, что ты должен что-то делать не в своей родной стране, где ты родился. Если уж так положить руку на сердце. Грустно. Что называется, какого хрена? Я бы лучше приносил пользу своей родине. Пусть знает. Ну а так мы сделаем вот этих людей счастливыми. У них будет прекрасный банковский продукт. Да? А кем ты будешь в Колумбии? Что делать у нас? Я за анбординг и за деливери отвечаю. Он будет делать анбординг и деливери в Колумбию. Представляете? Куда? Туда. Удачи. Следующая Колумбия. Yo no me
no me atrevo a bailar arriba de esa tarima, con esas bailadoras que vuelan con cada rima, con esas bailadoras que vuelan con cada rima.